Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где вы можете найти ответы на любые вопросы, которые у вас. Вы не на те вопросы, на которые вы сами не можете ответить. Ответы есть на канале. Просто задаете вопрос, выбираете видео по теме, по названию, смотрите его, и там вы найдете точно ответ на ваш вопрос. Тут еще работает, это же общие расклады. В общих раскладах очень многое зависит от того, как вы его воспринимаете, и от вашей интуиции. Интуиция всегда говорит правду, говорит то, что вы действительно чувствуете. Поэтому это очень сильная вещь, интуиция, и не забывайте о ней. Ну и, конечно, в помощь вам инструменты для улучшения жизни, ну и практики, настрои, ритуалы, которые помогут вам в достижении целей, в избавлении от того, что вам мешает жить. Ваше время, ваш настрой, ваше желание – это единственное условие. Ведь по большому счету ваши мысли, эмоции, действия сегодня создают то, что с вами происходит завтра. Причины, ваши мысли, ваш настрой, ваши установки, то, во что вы верите. Вот то, во что вы верите, и работает на вас или против вас. Поэтому выбирайте, выбор всегда ваш. Сегодня посмотрим, что же свалится, как снег на голову. Значит, произойдет неожиданно. Как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. Помните, что улыбка меняет вашу жизнь, она ее улучшает. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок вы получаете от Вселенной, высших сил, Господа, космоса. Называйте так, как нравится вам. Еще раз повторяю, на каждого из вас работает только то, во что вы верите. Ну что же свалится, как снег на голову? Первое, что я хочу сказать, это знакомство. Знакомство с мужчиной, опять же, в основном я тут вижу межличностные отношения. Это мужчина старше 40, темненький, с темными глазами и темными волосами, очень нежный, очень ласковый и немножечко упрямый. Тут этот мужчина, он немножечко пассивен. Это для девочек в основном сейчас. Он пассивен в том смысле, что он очень не любит конфронтаций. Как только вы его погладите против шерсти, он может исчезнуть. Вот так у него срабатывает его внутреннее состояние. Это его самосохранение. Скорее всего, что-то из прошлого и вызывает вот такую реакцию. А так могу сказать, что очень заботливый. И если мудро подойти к знакомству и построению отношений с этим мужчиной, можете достичь очень гармоничных отношений. Ну, это для девочек. Для всех остальных и для мальчиков в том числе, это знакомство может быть, скорее всего, для приятного общения. Тут я не вижу какой-то крепкой дружбы, но вижу приятное, интересное общение, которое будет с этим человеком после знакомства. Смотрим дальше, что же еще свалится. Ну, могу сказать, что неожиданно придет радость и удовольствие.
вы даже не будете ожидать, будут какие-то события, в которых вы будете довольно-таки серьезны и будете сосредоточены на чем-то. Не могу сказать, что вот сосредоточены именно на какой-то рутинной ситуации, рутинной работе. И вот неожиданно произойдет событие, которое вызовет у вас радость. Принимайте, позвольте себе радоваться, не бойтесь радоваться. Я знаю, что очень многие люди боятся смеяться, боятся радоваться. Это все идет, и это я чувствую от вас, это все идет даже из детства или еще и из опытов, которые были приобретены в течение вашей жизни до сегодняшнего момента. Нам когда-то сказали, что жизнь это как зебра. Полоса белая, полоса черная. И не то, что заставили, у меня сразу, знаете, пошло, что нас заставили так думать. Это не заставили, это так жили наши родители, пусть они будут здоровы, у тех, у кого они живы, они так живут, так жили наши бабушки, дедушки, и, соответственно, было это все перенесено к нам. Но есть возможность у каждого из вас, из нас, чтобы была постоянная белая полоса. Это не значит, что не будет никаких препятствий, что не будет никакого роста, наоборот. Будут происходить события, которые будут призывать вас расти, развиваться, двигаться, достигать. Это же очень интересный процесс. Ведь тут действительно зависит от вас, как вы к чему относитесь. Я знаю очень много людей, у которых любые препятствия вызывают негативные эмоции. И, соответственно, если препятствие вызывает такие эмоции, вы притягиваете к себе еще больше препятствий, потому что вы на этом концентрируетесь. Подумайте. Опять же, я говорю так, но это ваш выбор. Я всегда это повторяю и буду повторять. Ваша жизнь – это ваш выбор. Я просто, исходя уже из своего сегодняшнего опыта, из того, чем я занимаюсь и как я этим занимаюсь, могу точно сказать, что может быть в жизни постоянная белая полоса. Это не значит, что вы будете прыгать каждый день, как кузнечик. Нет. Это значит, что то, что будет с вами происходить, будет двигать вас вперед, а не оттягивать вас назад. Поэтому радуйтесь от всего сердца. И если есть какие-то вот эти подсознательные страхи, что если я сегодня радуюсь, значит завтра будет темная полоса, скажите себе и повторяйте себе, что я радуюсь сегодня, и завтра я буду радоваться еще больше. Опять же повторяюсь, радоваться это не значит прыгать и скакать. Это гармоничное внутреннее состояние, когда вы с удовольствием живете. Живите с удовольствием, и жизнь будет вам давать еще больше удовольствий. И еще, что же еще свалится, как снег на голову? А вот тут действительно предупреждение. Смотрите, осторожно. Первое, это, что я здесь вижу, еда, питье. Не переборщите с этим, потому что как снег на голову могут свалиться какие-то неприятные ощущения, но и болезни. Но тут эта карта предупреждает, что для того, чтобы то, что свалится как снег на голову, было радостным и счастливым, следите за тем, что вы употребляете в питье и пищу. Первое. И еще.
Вот тут я увидела человека. Смотрите осторожно по той простой причине, что не все, что человек будет вам говорить, это правда. Поэтому смотрите, будьте мудры, хорошо анализируйте то, что будет сказано. Это не для всех. Я просто вижу и те ситуации, и те для каждого из вас. Это может проиграться по-своему. И тогда вы можете избежать неприятных ситуаций, где то, что вы как бы не ведитесь на то, если, знаете, звучит слишком хорошо, может быть, есть какой-то подвох. Не ищите везде подвоха, но все-таки своей интуиции доверяйте, и если чувствуете дискомфорт, значит, не принимайте информацию.